Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Кто вас защищает по жизни? Довольно такой мистический расклад будет сегодня. Кто же ваш ангел-хранитель, покровитель, да? Итак, как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, какая сейчас у вас ситуация. Закрывается. Видите, не хотят ваши ангелы-хранители, или кто у вас там покровитель, не хотят показываться, но мы сейчас откроем. Итак, у вас, знаете, в жизни почему-то очень много страхов и в то же время очень много искушений. Вот вам много чего хочется, но вы боитесь. Вы как-то, знаете, у кого-то могут проигрываться по жизни беспорядочные связи с женщинами, может быть, были в прошлом, да. Сейчас у вас такого нет. У кого-то проигрывается, что был период, когда в рюмку очень часто заглядывали, то есть дьявол вас постоянно искушает. Но сейчас как-то вот вы научились уже держать себя в руках, да, больше остепенились. И почему-то вот у вас появились какие-то страхи по жизни, да. Вот даже если вас приглашают на пьянки какие-то, вы можете отказаться спокойно, да. Вот вы более уравновешенный стали, больше себя держите в руках, но в то же время вы стали больше вот грустить, что ли. Вот если раньше вы были больше весельчак такой, сейчас вот вы больше грустите, да. А все из-за того, что в вашей жизни произошел период, который очень сильно вам потрепал нервы. Это был период, который разрушил ваши мечты, надежды, да. Это ситуация, которая произошла в вашей жизни. Кто-то из вас еще не пережил даже этот период. То есть у вас грусти больше, чем радости в жизни, да. Может быть, вы даже по жизни, вот последнее время я имею в виду, вы одеваете на людях маску, да, маску радости. Вот вы улыбаетесь, ну как-то это наиграно, да. Может быть, через силу улыбаетесь, хотя на душе скребут кошки. Вы знаете, вы хороший игрок по жизни. Вот игрок именно того, что касается вас, вашей семьи. Вот если что-то надо, вы обойдете, обыграете любого, ну это, грубо говоря, я утрирую, обыграете, вы добьетесь своего, вот только бы была выгода, да, для вас, для вашей семьи, там, для детей и так далее. Вы настолько умеете вот дипломатично, вот именно вот эти вот какие-то бизнес-игры, да, может быть, по работе, вот как-то так все обставить, обойти, что вы будете в плюсе. Поэтому я называю такой своего рода игрок, да. Вот как-то вы так обставляете все ситуации по-умному, да, может быть, даже хитрите в чем-то, но своего вы добиваетесь и получаетесь как бы победителем по жизни. Единственное, что с женщиной, конечно, выйти победителем у вас, к сожалению, не получилось, да, потому что ваши все вот надежды, ваши мечты, ваша любовь были растоптаны. Мы углубляться сюда не будем, да, ну то есть, скорее всего, женщина осталась с ребенком, либо же с детьми отдельно, да, у кого есть дети, либо же просто вы разошлись, если нет детей. Сейчас у вас как-то вот в жизни, знаете, такая вот ситуация, когда дом-работа, дом-работа. Вот страхи, страхи, вот почему-то, знаете, а ну давайте уточним, мне прям интересно. Вот страхи, да, вот, я так и думала. Страхи перед женщинами, страхи перед новыми отношениями. Ну, то есть, вот эта вот ваша болезненная ситуация, она вам оставила очень сильный и печальный след. Давайте-ка теперь посмотрим, кто же все-таки вот по жизни вас защищает, да, вот в каких-то сложных ситуациях. Так. Да, у вас было разрушение по жизни. Скорее всего, вы ушли.
Так, вы знаете, вас защищает какая-то женщина. Эта женщина уже в другом мире. Это может быть у кого-то, может быть мама, бабушка, да, кто-то из близких родственников. Это женщина, которая была, может быть, с непростым характером при жизни, да. Она, может быть, в чем-то была более такая вот властная, с мужским характером, такая вот прямолинейная, может быть, даже вспыльчивый характер был. Но, несмотря ни на что, эта женщина вас любила, да, вот при жизни. Поэтому она даже оттуда, она сверху, она вот как бы ваша покровительница, вот ваш ангел-хранитель. И у вас бывают в жизни, знаете, вот ситуации, когда вы сами иногда удивляетесь, когда какие-то ситуации, может быть, волшебным образом как-то решаются в вашу пользу, да. Когда вы, допустим, стоите где-то, ну, на краю, я не знаю, какой-то неприятности, да, вот что вот-вот случится что-то плохое, а потом раз, и оно повернулось и другим боком, и как-то все наладилось, да. Ну, то есть вот какие-то такие моменты в вашей жизни присутствовали. Обращали вы внимание или нет, но вот есть женщина, которая вас оберегает. Она, может быть, даже во снах приходит к некоторым из вас и рассказывает, да. Потому что все-таки наши вот предки, которые уже ушли от нас, да, они вот все-таки вот видят. И уже не раз вот люди замечали, что наши предки, которые ушли, приходят к людям во снах и рассказывают, что у них происходит в реальной жизни, да, вот как будто они за нами подсматривают. Это немножечко странно тогда, вот как-то мистически выглядит, но это есть. Это уже многие люди рассказывали, да, что вот родители, допустим, ушедшие, во снах приходят и говорят, что ж ты сегодня там, или вчера, вернее, что ж ты вчера не пошел на работу, да, там, либо же, что ж ты не поел вчера, да, а человек просыпается и думает, а откуда знает, я и правда вчера там не поел, не поужинал, допустим, да, или еще что-то. Вот. То есть они видят, когда нам плохо. Они просто, ну, как бы сказать не могут, да, они не могут потрогать, да, нас. Но это есть, это факты, верит в это кто-то или нет. Плюс ко всему у вас еще очень сильная энергетика. А когда у человека очень сильная энергетика, то, может быть, вы замечали, что не всегда можно сходиться с другими людьми. Я имею в виду, не все люди идут на контакт с сильными людьми, у которых сильная энергетика. Потому что вы их как бы подавляете. Таких людей может в чем-то даже бояться. Да? Вот люди немножко, может быть, пообщались, потом все, я занят, я пошел, мне некогда, как-то стараются отгородиться, потому что, вот, знаете, вот подавляют и просто энергии своей. Особенно если у кого очень слабая энергетика, то такая вот несовместимость своего рода получается. Плюс, знаете, у вас есть такая вот, ну, способность, неспособность, как это назвать. Вот энергетически вы, я уже говорила также в одном из видео за этот момент, что особенно вот когда на эмоциях человек что-то говорит другому человеку, да, там, либо же в порыве злости, там, да, гнева такого, это очень часто сбывается. А тем более, если у вас сильная энергетика, плюс если вы скажете что-то на эмоциях, то будьте осторожны, это может сбыться. Вы можете, да, что-то в шутку, там, ну, злую шутку, да, бросить вот человеку. Можете что-то на зло сказать на эмоциях, но плюс ваша сильная энергетика, это как вдвойне, оно увеличивает шансы на то, что это сбудется. Поэтому очень осторожно будьте, да, со своими какими-то высказываниями, даже на уровне мыслей. Вот я вам скажу, это 100%, я даже по себе это знаю. Вот на уровне мыслей просто, если что-то думаешь такое, ну, не очень хорошее, да, может быть, просто разозлишься на кого-то, да, а это потом вдруг раз и сбывается, и просто в шоке уже. Просто человек в шоке. Как? Ну вот как оно сбылось? Я же просто подумал, да? Поэтому будьте осторожны, чтобы никому ничего не навредить, потому что все-таки наши мысли, наши слова– это очень большая сила, а у вас очень сильная энергетика.
Но знаете, вот эта вот женщина, сейчас посмотрим, я сейчас уточню. Эта женщина вас, кстати, может быть, вы, не знаю, замечали или нет, был момент в вашей жизни, когда она вас спасла в какой-то очень опасной для вас ситуации. У каждого это будет своя ситуация, но вот какая-то критическая для вашего здоровья, для вашей жизни. Я не знаю, может быть, кто-то был на волосок от смерти, может быть, кто-то из вас серьезно болел, да, что вот угроза жизни была. Эта женщина вас спасла, вот каким-то вот мистическим образом, да, вот свыше она спасла, да, вот она звезда, вот она там, где звезды, эта женщина наверху, она не с вами уже, она в другом мире. Но вот она и есть ваш как бы ангел-хранитель, эта женщина. Поэтому, вот знаете, я еще вам советую, вот если хотите, тогда я сама так делаю, в общем-то, такая вот маленькая как бы молитва, что ли, ангелу-хранителю. Вот когда вы ходите из дому, куда угодно, ну вот, допустим, на работу, да, вот вы ходите, и каждый день вы вот вышли и говорите: ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой. И вот эти вот слова вы повторяете каждый божий день, когда идете куда-то, да. Вы говорите эти слова, а потом, допустим, просите, что помоги, чтобы у меня был удачный день сегодня, да. То есть вы просите своего ангела-хранителя. Это тоже действительно работает. То есть ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой. Помоги, чтобы у меня сегодня был удачный день, либо же там, знаете, вот там сделка получилась, либо еще что-то. То есть вы просите ангела-хранителя. Можно просто его просить, да, не обязательно выходя. Знаете, бывают даже мистические моменты, вот даже у меня лично, вот бывает, куда-то опаздываешь, да, вот ждешь автобус, а он не едет и не едет. И я вот повторяю вот эти слова ангела-хранителя, прошу, а потом повторяю: помоги, чтобы вот в течение там 3 минут приехал автобус. И вы знаете, ну, в большинстве случаев автобус приезжает вот именно в течение вот каких-то 2-3 минут. И так в разных вот мелочах вроде бы. То есть это работает, вот ангел-хранитель, он есть. Поэтому, если вам что-то нужно, просите его. У вас очень сильный ангел-хранитель, ваша вот женщина, это, не знаю, кто-то из ваших предков женщин, которая вас очень сильно любит и оберегает даже свыше. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!